Друзья, всех приветствую на своем YouTube-канале. Хочу в сегодняшнем видосе поделиться с вами классной скальпинговой торговой стратегией. Она рассчитана на 15-минутный таймфрейм. Расскажу все ее нюансы, как ее использовать. Те из вас, кто хотят работать в дневное время, смогут ее использовать после просмотра сегодняшнего видоса. Также параллельно хочу затронуть культ личности Джорджа Сорора. Расскажу, что это за человек, чем он известен, и как он сделал за одну сделку $1 000 000. Всем желаю приятного просмотра. Давайте начинать. Ну что ж, давайте сразу разберемся с ядром этого выпуска, нашей торговой стратегии. Итак, есть тренд, и здесь он встал на паузу. Что мы делаем дальше? Дальше мы открываем набор индикаторов и добавляем демаркер. Первый индикатор, который сегодня будем использовать. Второй индикатор — фрактал. Обязательно ставим 15-минутный таймфрейм и давайте сделаем демаркер более заметным. Пусть все полосы будут белыми. Это нагляднее при анализе. Так и так. Все, друзья, система прекрасно готова к использованию. Теперь возвращаемся к графику и смотрим. Сразу к сути. Демаркер. Работа, с которым основана вот на этих зонах. Выход вверх за канал называется перекупленностью. Возврат цены обратно в канал приводит к развороту. На графике мы видим как раз вот такое вот зарождение ситуации. Актив вот-вот должен рухнуть из вот этой боковой проторговки. Делают такой вывод как раз по демаркеру. Вот его недавний, допустим, результат в обратную сторону, зеркальный, да? Выход вниз в зону перепроданности. Как видите, он точно совпадает с разворотом цены вверх. Вот. Ранее была обратная ситуация в сторону падения. Демаркер показал перекупленность. В итоге цена пошла на плавное снижение. Так это и работает. Индикатор дает нам моменты остановки и смены направления. Ждем перепроданность или перекупленность и внимательно следим за ценой. Осталось лишь научиться входить в рынок не только в нужную стадию, но и в подходящий момент. А с этим нам помогут уже фракталы. Чертим от них зоны поддержки и сопротивления. Это наши сигнальные линии, пробитие которых позволяет открыть сделку. Здесь пока что рановато, видите, цена еще не пробила уровень, поэтому спешить не будем. Лучше разберем работу фракталов на недавних примерах. Например, вот здесь. Хоть не с первого раза, но пробой был вверх. Цена запустила этот рост, это движение. Еще один примерчик. Тоже пробой, тоже движение вверх. Главный плюс этого индикатора — он дает много сигналов в рамках тенденции. Подкреплять мы свой анализ будем им, а основные точки входа искать по демаркеру. Давайте откроем другие активы, посмотрим, что есть более интересное у нас на графике. Вот, цена готовится к пробитию по фракталу. Демаркер только что вышел из зоны перепроданности. Давайте наглядно покажу все. Демаркер выходит из зоны перепроданности. И во-вторых, цена практически пробила уровень фрактала. 90%, что рост будет здесь запущен. Вот здесь мы уже явно сможем открыть с вами сделку. Смотрите, будем торговать лонг фунта к франку. Давайте сначала открою сделку и потом проведу уже для вас качественный анализ. Сомнений нет. Да, это будет рост. Смотрите, раскладываю ситуацию по полочкам. Что мы с вами видим? Первый, самый главный инструмент для нас — это демаркер. Он был в зоне перепроданности, что полностью совпадает со снижением графика. И теперь он только что заходит у нас в зону перекупленности. Рост на несколько зеленых свечей еще нам точно гарантирован. Последний фрактал был пробит, рост запущен. Можно лонговать. Плюс к этому была такая формация, как молот. Видите, да? В общем, окей, сделка открыта, с ней понятно. Давайте разберемся теперь с Джорджем Сорором. Кто же это такой и что же он в свое время сделал? Вообще, это американский финансист. В наши дни инвестор на пенсии, так можно сказать. А в молодости был крайне активным биржевым спекулянтом. Настоящий акулой Уолл-стрит, который вошел в историю за организацию черной среды. Черная среда — это исторический обвал стоимости фунта стерлинга. Друзья, прекрасно. Первая сделка в плюсе. Как я уже сказал, мы будем скальпить. При этом
нам даже не нужно бегать от актива к активу. У нас отличный сетап на 15-минутном таймфрейме. Поэтому подождем, пока продолжим про Сорора. Сорор не какой-то злодей, он ни на кого не нападал на национальную валюту Великобритании. Это трейдер, который развил свой успех до макромасштабов. Давайте еще одну сделочку. Условия те же абсолютно, ничего не меняется. Цена продолжит рост, поэтому просто продолжим про Сорора. Что творилось с рынком в 1992 году? Евро еще не существовало. ЦБ европейских стран стремились выработать узкую зону колебаний курсов своих валют относительно друг друга. То есть рынок только еще строился. Задача вполне понятная, но не все с ней справлялись. Экономика Великобритании была в рецессии, очень высокие процентные ставки душили бизнес, фунт был переоценен, при этом Соединенное Королевство не собиралось сдавать его стоимость. Понятное дело, что они хотели удержать его во всем мире. Германия же наоборот боролась с инфляцией после объединения, их Центробанк держал ставки высокими, экономика росла как грибы после дождя, возник явный дисбаланс. Но англичане не хотели дешеветь. Они хотели всеми силами удержаться относительно немецкой, скажем, оккупации. Небольшая пауза, еще одна сделка в плюсе. Я останусь пока на этом графике, еще парочку сделок мы здесь с вами откроем. Обязательно покажу вам другие кейсы, но важно, чтобы вы поняли главную логику системы. Нашли идеальный разворот после перекупленности или перепроданности и торговали его до самого конца. Видите, мы с вами сейчас на 15-минутном таймфрейме, и это будет нам прекрасно позволять делать такую серию классных сделок. Продолжим тему. Британия, в общем, нуждалась в низких ставках для выхода из рецессии, но не допускала снижения фунта в этой марке. Именно этот разрыв и увидел Сорор, который в этот момент уже являлся лидером торгового фонда Quantum. Он понял, что Британия не выдержит давления, и поддерживать искусственно завышенный курс, это было достаточно сложно. Они просто истощали свои запасы золота. При этом в немецком Центробанке давали понять, что не будут спасать фунт. Фунт никому нахер уже был не нужен. А британские власти только говорили о том, что мы готовы защищать, мы любой ценой постоим за наш фунт. И для Сорора это был сигнал. Сигнал нажать на кнопочку. Была открыта, так скажем, шортовая позиция фунта к марке. На гигантские просто деньги с кредитным плечом. В сделке фигурировал не один десяток миллионов. Я, кстати, снова в плюсе. Давайте для разнообразия все-таки зайдем на другой актив. Скажем, на австралийский доллар к франку. Вот, вернемся. Прекрасно. Тут мы уже ждали сигнал входа в рынок, и мы его дождались. Цена пробила фракталы, стремится в зону перекупленности по демаркеру, поэтому все окей. Давайте наглядно разберу для вас. Был демаркер в перепроданности, вышел из нее, стремится в перекупленность. По фракталам что у нас? Был пробой, все прекрасно, все козырные карты на столе, ждем прибыль. Вернемся к Сорору, его шортовой позиции. Сделка эта оказала колоссальное влияние на рынок, потому что, во-первых, она была открыта на огромную сумму, во-вторых, была открыта с кредитным плечом. Свою роль сыграл и Банк Англии. ЦБ в последний раз попыталась спасти положение, объявив о повышении процентной ставки, чтобы сделать фунт привлекательнее. Трейдеры поняли, что это уже паническая мера, и присоединились к Сорору. Тоже открыли свои шорты. Как итог, за один день фунт рухнул на 15% по отношению к немецкой марке. Затем еще на 10% в течение следующих нескольких недель. В историю это вошло как черная среда английского фунта. Фунт навсегда перестал иметь такой вес в нашем мире. Друзья, давайте поищем новые точки входа для открытия сделок и продолжим. Согласитесь, друзья, история Джорджа Сорора – это экстремальный кейс. Матерый спекулянт, он шел к своей цели не один день. Мы с вами, к сожалению, завтра британский фунт обвалить не сможем и заработать на этом тоже никак не сможем. Но мы с вами зарабатываем сегодня, в наши дни, на дистанции, по четкой стратегии, соблюдая дисциплину. К этому я вас и призываю. Если вы хотите получать еще больше ценной и полезной информации по трейдингу, лайфхаки по торговле, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка оставлена в описании к этому ролику. Там не только море полезной информации, но еще и торговые сессии, которые я провожу каждый день. Вы можете принять в них участие абсолютно бесплатно.
Ссылки на Telegram оставлены в описании. Переходим, подписываемся и возвращаемся для просмотра сегодняшнего видоса. Что-то нужное чувствую. Сделка в лонг. Рынок находится в стадии возобновления роста. Есть пробитие фрактала. При этом свечи закрепились уже гораздо выше. Видите, вот фрактал. Демаркер растет. Все согласно нашей стратегии. В общих чертах есть небольшая коррекция, но не думаю, что рынок обвалится. Несколько сделок мы заберем. Зачем вообще Сорор полез в эту авантюру? Он заработал около $1 миллиарда чистой прибыли буквально за сутки. Он отнял их у Банка Англии. Целое состояние. А еще под шумок скупил акции британских компаний почти на 500 миллионов. Явно рассчитывал на их рост после решения кризисной ситуации. Так, собственно говоря, и случилось. Не прогадал. Предвидел масштабное событие и выдавил из него максимум пользы для себя. Я тем временем фиксирую скромную пользу с рынка. И, в принципе, можем готовиться к новой сделке. Нет никаких причин для разворота в рамках 15-минутного таймфрейма. В принципе, повторим лонг и продолжим обсуждение. Когда шумиха закончилась, британцы смирились с падением фунта, а шокированный мир стал приходить в себя. Сорор смог зафиксировать свою прибыль. Он действовал от лица собственного фонда. Совокупный доход, который за этот эпизод составил примерно $2 миллиарда. 2 миллиарда долларов, друзья. Конечно же, Сорос стал героем этого времени, его имя было в газетах, все желали взять у него интервью. Спрос на его услуги многократно вырос, у Сорора появились фанаты, враги появились тоже. Парень замахнулся ни много ни мало на целую национальную валюту. Вот, в моменте он ее раздербанил нормально так. Сейчас рынок — это уже все история. Джордж Сорор постарел, отдал образцы своих правлений, бразды своих правлений своему сыну, развлекается, в общем, как может, но в историю все-таки вошел. Рекомендую, кстати, почитать его биографию «Алхимия трейдинга». Интересное чтиво. Друзья, прекрасно. Я думаю, что можем еще одну сделку открыть где-нибудь и переходить к итогам. Время денег. Входим в рынок на уже знакомой валютной паре. Пожалуй, главный плюс торговли на 15-минутном таймфрейме — сигналы живут достаточно долго. Нашли один, торгуем его, пока не поймаем первый минус. Поймали минус, перекрылись на другой валютной паре. Все достаточно просто. Иногда можно открывать таймфреймы пониже, если есть желание держать руку на пульсе, но в большинстве случаев этого не требуется. Поэтому, друзья, классная торговая стратегия на самом деле. Неоднократно ее использовал и использую, когда хочется поторговать размеренно, никуда не спешить, не забивать себе голову множеством индикаторов, с хорошим балансом, с несколькими перекрытиями зарабатывать по ней, в принципе, приятно и хорошо. Поэтому используйте, пожалуйста. Перед этим только отработайте обязательно на демо-счете. Демо-счет — наш друг, помним, не враг никогда. Демо-счет, тестируем, работаем. Вот, все будет круто. Секунда закрытия сделки. Да, прекрасно. Еще несколько долларов падают на мой баланс. Ну что, давайте перейдем к итогам нашей сегодняшней торговой сессии. Из истории Сорора можно вынести несколько уроков. Первое. Нужно торговать только факты, а не надежду. Второй урок. Если все элементы твоего анализа сошлись, то не нужно мешкать. Действуй сразу, действуй быстро, действуй смело. И третий урок, друзья. Не нужно торговать только трендом. Нужно искать максимальный хаос и факты, которые рынок никак не может скрыть. Сорор стал легендой не потому, что он был первым, кто заметил слабость фунта. Он был единственным, кто поставил на это все и рискнул всем. Вам сейчас не нужно так рисковать. У вас есть классная торговая стратегия, которую я вам сегодня рассказал. Скальпинговая торговая стратегия, которая прекрасно подходит для дневной торговли. Используйте ее, пожалуйста. Отработайте сначала на демо-счете и используйте каждый день. Вам большое спасибо за просмотр. Если понравился видос, был полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.